Итак, пришло время показать наш отель в городе Фира, недалеко от автобусной станции. У нас номер 212. Открывается он по ключу в любую сторону, обратите внимание. Хоть в эту сторону, хоть в другую сторону. Очень интересное такое защелкивание. Так, есть отдельная карточка, которая вставляется сюда для того, чтобы было электричество. Вот мы вставили карточку, заработал свет в ванной и должен был заработать кондей. Сейчас включим, если что. Давайте посмотрим, как же закрывается этот номер. Я, честно, не люблю номера, которые плохо закрываются. Тут никакой ручки нет, никакой дополнительной кнопки нет. Это кнопка на открытие. И как вы видите, по сути, вскрыть это можно одной булавкой. Вот. Так, ладно, про безопасность поговорили. Вот такое большое зеркало в прихожей, но так как света тут, сейчас я его включу, не очень много, то в целом оно, конечно, отражает, но отражение такое не очень информативное будет. Вот такой шкафчик. Это, ребята, отель 3 звезды, на минуточку. У нас, значит, было 3 больших полотенца, одно из них лежит наверху, потому что оно мне не нужно было. Куча вешалок. Тут вот стояли наши чемоданы. Внизу есть сейф, но мы им не пользовались, и, честно, не знаю, за доплату или нет. И вот эта штука с зеркалом должна как-то двигаться, но я пробовала, у меня не получилось. Я не стала ломать, побоялась. Вот у отеля 3 звезды такая замечательная ванна. Света тут немного вот от этой лампочки. Ну вот, собственно, мы видим сейчас всю ванну. Душевой кабины как таковой тут нет, тут вот такая шторка. Вот. И она не до конца. Первый вечер муж, мы тут были 2 вечера, первый вечер муж налил через эту шторку все на пол. Сейчас покажу вот так. Вот. Через эту шторку налился на пол, и в итоге тут был потоп. Ну, потому что он просто не заметил, что она не очень длинная, что она вот так вот. Там часть шторки была так, и все стекло на пол. Это, конечно, не очень удобно, если ты невнимательный человек. Душ сам выглядит вот так. Обратите внимание, что нет держателя для душа. Полочка вот такая одна. И вот еще есть полочка для туалетной бумаги. Туалетная бумага, получается, стоит сзади толчка. И наверху тоже есть полка. Только я не знаю, для кого она, потому что я вот с вытянутой руки до нее могу достать спокойно. Ну, в общем, как-то не очень продуманная эргономика. Может быть, рассчитано на то, что отель рядом с автобусной станцией, останавливаются тут не больше, чем на 1 ночь. Вода уходит хорошо, вопросов нет, то есть никакой забитой канализации, ничего нет. Единственный минус с водой — это то, что горячую воду нужно долго ждать. То есть тут было утро или вечер, когда я ждала 5 минут, пока из крана с горячей водой потечет горячая вода. И, к сожалению, это не очень экологично, я считаю, потому что много воды выливается впустую. Вот есть 2 крючка для полотенец на двери. И больше никаких держателей на стене ни для полотенец, ни для чего нету. Просто белая серая стена. Место, куда можно поставить косметику, только вокруг раковины. Внизу есть небольшая полочка, но я не знаю, будет ли кто-то ставить косметику. Соответственно, стаканчик под зубные щетки не предусмотрен. Мыльницы тоже нет. Ну и у этого зеркала не очень удобно краситься. Я красилась в комнате. Стаканчики были у нас вот для воды. Кроме того, есть холодильник. Мы им не пользовались. Ну, вроде как работает. Гудел, по крайней мере. Зато было 2 ковричка. Один в ванной, другой на выходе из ванны. Видимо, знают, что из-под шторки течет. Вот такой стол, столешница единый. Это наше расписание с предыдущего отеля, которое нам дали. И вот такое большое зеркало, в котором вы видите сейчас отражение всего, что есть в этой комнате. А есть тут кровать. Кровать у нас была двуспальная. Это не сдвинутые кровати, а именно одна двуспальная кровать с единым матрасом. Мы пользовались тем, что тут есть. Тумбочки, возле каждой тумбочки освещение, оно работает вполне себе. И розетка. Очень, ну, это удобно, когда у каждого есть своя розетка. Не во всех отелях почему-то такое есть. Пол мраморный. Насчет чистоты в номере, ну так, на 3, честно скажу. И вот балкон. Мы на балконе не сидели, только сушили тут вещи. Сейчас утро, у нас солнце. Вид на море. Это вон море там далеко за домами.
Это не небо, это море. Оно просто сегодня одного цвета с небом, такое какое-то серо-синее, потому что у нас какой-то легкий туман в городе. Вот так выглядит наш балкон. Это блок от кондеи от нашего, естественно. Может быть, и можно тут сидеть, но все портит дорога под окнами. Нам приходилось сегодня, я даже закрыла ночью окна, потому что тут кто-то очень громко ездил, и спать было невозможно. Проснулась даже я. Автобусная станция находится вот за этим деревом вон там. То есть это прям буквально 2 минуты от отеля. Это удобно. Автобусная станция Фиры. И там вот уже видна главная центральная площадь Фиры. То есть до центральной площади тут тоже буквально 2 минуты. Центральная площадь это уже с видом на кальдеру. Так что в целом отель расположен в неплохом месте, но есть ряд минусов, которые, конечно же, никак не соизмеримы с тем отелем, в котором мы жили. Стоил он 74 евро ночь. Мне кажется, 74 евро ночь это достаточно много. Несмотря на то, что тут были завтраки, вот кондей заработал. Вот этот огонечек ночью выключается, что тоже удобно, потому что когда я все закрыла шторы плотные, хорошие, вопросов нет. Включила кондей, этот огонечек мерцал, освещая всю комнату. Все было видно, как днем. Вот такой небольшой номер, в котором мы жили 2 ночи. Должны были жить 3, но нам так понравилось в городе Ия. Вы можете посмотреть, приложим сюда ссылочку к ролику на номер в Ие, и вы поймете, почему нам там так понравилось. Мы там задержались на день, поэтому сюда мы приехали позже на сутки, но все равно их пришлось оплатить, поэтому оплачивали мы 3 суток. Кстати, для интересующихся есть телек, но не включали, вообще не знаю, что по нему показывают, смотреть это было некогда. Вот такой небольшой номер. У меня проблемы, конечно, вопрос с безопасностью. Я туда ставила на ночь чемодан к двери, чтобы если что, то дверь открывается вовнутрь, чтобы чемодан, если что, упал. Я, конечно, понимаю, может быть, это какой-то бзик, но у каждого свой. Завтраки тут так себе. Я из них не ела ничего. В общем, к сожалению, нельзя было взять этот отель без завтраков, как выяснилось. Только с завтраками. Завтракали мы в итоге в соседней кафешке, где вкусный омлет. В общем, такой у нас был номер. Небольшой обзор, потому что сам номер достаточно маленький и рассказывать тут особо нечего. А у нас предстоит еще один номер в городе Ираклион. Посмотрим на него попозже. До новых встреч. Пока-пока.